Приветствую всех на канале «Горизонт событий». В воскресенье у побережья центральной части Перу, в 29 километрах к юго-западу от столицы страны Лимы, произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, очаг залегал на глубине около 40 километров. Интенсивность толчков в эпицентре оценивается как очень сильная, достигая 6 баллов по шкале Меркалли. Известно, что в результате землетрясения есть жертвы, но точных данных о их количестве нет. Предварительно погиб 1 человек, еще 7 получили ранения, а также пострадали 7 медицинских учреждений. Кроме того, землетрясение вызвало оползни в районе Лимы, сопровождавшиеся поднятием пыли и песка со скал. Жители Лимы и близлежащего региона Калья ощутили сильные подземные толчки. Люди в спешке покидали торговые центры и другие заведения. Сейчас спасательные службы и местные власти проводят оценку ущерба и проверяют состояние инфраструктуры, включая медицинские учреждения. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Afirma, estamos cuidando del lugar. No pasa nada, mamá. Mami, ¿dónde está? No, igual que en la minera tampoco no estaba ahí, ¿no? No hay nadie, pues. Retiramos de acá, ¿no? Llama a mamá. El fuerte sismo provocó que las lunas del mercado San Pedro acá en Tupa Chorrillos se desplomaran y esto es lo que quedó a consecuencia del... La pared. Турецкий город Коня в регионе Центральная Анатолия столкнулся с масштабным наводнением, вызванным сильным ливнем и градом. Обрушившаяся стихия превратила улицы в реки и нанесла значительный ущерб инфраструктуре. По сообщениям СМИ, интенсивные осадки, сопровождавшиеся градом, начались в ночь на 14 июня и продолжались несколько часов. За короткое время выпало значительное количество осадков, что привело к стремительному подъему уровня воды в реках и каналах города. Улицы Кони, включая центральные районы, оказались затоплены,
а движение транспорта было парализовано. Наводнение затронуло жилые районы, коммерческие объекты и сельскохозяйственные угодья. В некоторых районах уровень воды был по пояс. Под затопление попали не только дороги, а также подземные переходы и парковки. Пострадал и сельскохозяйственный сектор, который является ключевым для региона. Под водой оказались поля и посевы. Наводнение угрожает не только экономике региона, но и культурным объектам, расположенным в низинах. Местные власти Кони и регионального управления по чрезвычайным ситуациям оперативно приступили к ликвидации последствий. В воскресенье окрестности города Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае оказались под ударом мощного градового шторма. От стихии пострадали поселки Хурмули, Галичный и Хурба, расположенные в Комсомольском и Солнечном районах. Сильный грозовой фронт обрушился на регион во второй половине дня. Ливни сопровождались крупным градом, размеры которого достигали 5-6 сантиметров. В результате бомбардировки градом пострадали дома местных жителей, автомобили, а также теплицы. Нанесен серьезный ущерб садам и посевам. В субботу город Падерборн в земле Северный Рейн, Вестфалия, в Германии, пострадал от мощной грозы, сопровождавшейся торнадо. По данным метеорологических служб и сообщений в социальных сетях, сильная гроза с градом и ураганным ветром обрушилась на Падерборн в первой половине дня. Ключевым событием стало формирование торнадо, который нанес ущерб жилым и коммерческим объектам. Торнадо, по всей видимости, сформировался из-за столкновения теплых и влажных воздушных масс, что характерно для летних месяцев в Центральной Европе. Точных данных о масштабах разрушений нет, но известно, что сильный ветер повалил десятки деревьев, а также повредил крыши зданий и вызвал перебой в электроснабжении и движении транспорта. Местные власти Падерборна и службы экстренного реагирования оперативно приступили к ликвидации последствий. Пожарные и спасательные команды работают над устранением завалов и подтоплений. Жителям рекомендовано избегать зон с поврежденной инфраструктурой и не приближаться к оборванным линиям электропередач. В воскресенье порт Невшатель-Сен-Блес в кантоне Невшатель, в Швейцарии, расположенный на живописном побережье озера Невшатель, оказался во власти мощного шторма. По данным метеорологических служб, шторм начался во второй половине дня, сопровождаясь сильными ливнями, грозами и ураганным ветром. Порывы ветра достигали скорости 140 км в час. В Сен-Блезе и близлежащем Невшателе повалены деревья, повреждены линии электропередач и нарушено дорожное движение. В районе Хатриф на озере Невшатель очевидцы сообщали о перевернутых мотоциклах и многочисленных поваленных ветках. В результате шторма 5 человек были доставлены в больницу с легкими травмами. Всего же службы экстренного реагирования получили более 200 вызовов. Жители называют событие одним из самых разрушительных за последние годы. В воскресенье город Ла-Рода в испанской провинции Альбасете, расположенной в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, оказался под ударом сильного градового шторма. Мощный грозовой фронт обрушился на внутренние районы юго-восточной части Пиренейского полуострова во второй половине дня. Ла-Рода стала эпицентром стихии, где выпал град размером с мячик для гольфа, сопровождавшийся сильным ливнем. Град повредил автомобили, разбил стекла и кровли домов. Из-за обильных осадков улицы Ла-Роды превратились в настоящие реки. Провинция Альбасете
известная своими виноградниками и миндальными плантациями, из-за града понесла серьезные убытки. Пострадали от стихии также злаковые культуры. Местные власти Лароды и провинции Альбасети приступили к оценке ущерба и ликвидации последствий. Спасательные службы работают над расчисткой дорог и оказанием помощи жителям. Yo no he visto jamás en la vida, ¿eh? Yo. Pero que pasa como si fuera un río para abajo. Claro, ahora que hay otra nube, ole, ole, ole. В субботу город Такоради, расположенный в столичном округе Секонди-Такоради на юго-западе Ганы, оказался во власти сильного наводнения, вызванного продолжительными ливнями. Сильные дожди начались рано утром и продолжались несколько часов. За короткое время выпало значительное количество осадков, что привело к переполнению дренажных систем и выходу рек из берегов. Особенно сильно пострадали низинные районы города, включая жилые кварталы и коммерческие зоны. Сообщается, что наводнение вызвало панику среди жителей после недавнего наводнения в столице Ганы, Акре. В результате наводнения затоплены дома, магазины и дороги, движение транспорта в Такоради оказалось парализовано. Сообщения в социальных сетях указывают на повреждения имущества, включая автомобили, которые были унесены потоками воды. Наводнение затронуло и сельскохозяйственные угодья в окрестностях города, однако масштаб повреждений остается неизвестным. Местные власти, Секонди-Такоради и национальные службы по чрезвычайным ситуациям приступили к ликвидации последствий. Спасательные команды работают над эвакуацией людей из наиболее пострадавших районов и оказанием помощи. Сильный торнадо пронесся в армянском Арктике, последствия стихии устраняются до сих пор. По предварительным данным, повреждены крыши жилых домов и госучреждений, тепличных хозяйств, а также линии электропередачи в Арктике и в селах Мец, Монтаж, Гитап, Арифшат, Нор, Кянг, Анушаван, Аром и Пимзашен. Как сообщает спасательная служба МВД Армении, ветер скоростью 17-32 метра в секунду нанес ущерб также Арагацотнской и Ларийской областям. Там, как и в Ширакской области, были повреждены крыши домов и административных зданий, автомобили и повалены деревья. Серьезный ущерб крупным градом нанесен селу Бердаван в Тавуше, сильно побит урожай. Градом также повреждены дома, пробиты крыши, часть домов затопило. В результате падения деревьев и кровли разбиты машины. В Тавушской области ураган снес крышу небольшого винного завода в селе Кохп. Повреждена теплоизоляция здания площадью около 600 квадратных метров. Территория производства частично затоплена. Из-за торнадо в Апаране ранения получили 4 человека. По данным МВД, в Апаране повреждены крыши 21 здания, 19 легковых и 3 грузовых автомобиля, повалено 15 деревьев и 8 электрических столбов. «15 июня около 15 часов 30 минут по местному времени в районе Кундмала, близ города Пуна, в индийском штате Махараштра, обрушился старый железный мост через реку Индраяни. Это популярное туристическое место в талуке Мавал, куда в выходные дни стекаются отдыхающие, чтобы полюбоваться разлившейся во время муссонов рекой Индраяни. По данным СМИ,
на момент обрушения на мосту находилось около 125 туристов, несмотря на его ветхое состояние и запрет на использование. Сильные дожди, продолжавшиеся несколько дней, привели к значительному повышению уровня реки и усилению течения, что, по всей видимости, значительно повысило нагрузку на мост и привело к его обрушению. Очевидец, получивший легкие травмы, рассказал, что мост был переполнен людьми и мотоциклами. Там была огромная толпа, около 200 человек. Когда мост внезапно обрушился, не менее 50 человек упали друг на друга. Некоторые были унесены сильным течением. По данным властей, подтверждена гибель 4 человек, еще несколько десятков получили травмы, из них 6 находятся в критическом состоянии. Около 20-25 человек были унесены течением, и 10-15 могут оставаться под обломками. 38 человек были спасены, поиски пропавших продолжаются. Мост, построенный в 1992 году, был признан аварийным, но использовался пешеходами. По словам заместителя главного министра Махараштры Аджита Павара, конструкция была ржавой, а перегрузка туристами стала ключевым фактором обрушения. Власти начали расследование причин обрушения. В субботу на нефтеперерабатывающем заводе Marathon Petroleum в Гэлвестон-Бэй, расположенном на Южной 5-й авеню в Техас-Сити, вспыхнул крупный пожар. Пожар начался около 12 часов 25 минут. Густые клубы черного дыма наблюдались на большом расстоянии. Офис управления чрезвычайными ситуациями Техас-Сити призвал жителей закрыть окна и двери, отключить системы кондиционирования, чтобы избежать вдыхания потенциально опасных веществ. Пожарные и аварийные службы оперативно прибыли на место для тушения огня. К 14 часам 22 минутам власти сообщили, что пожар локализован, а результаты мониторинга воздуха не выявили угроз для здоровья. По данным Marathon Petroleum, обошлось без пострадавших, все сотрудники предприятия и подрядчики были эвакуированы. Причина пожара пока не установлена. Вчера на Солнце была зафиксирована самая крупная солнечная вспышка с начала июня. Ее балл составляет М8,5. Местом вспышки стала группа солнечных пятен номер 4114. В момент выброса она находилась в зоне прямого воздействия на планету. В случае подтверждения выброса солнечного вещества высока вероятность прямого удара по Земле, примерно с того же ракурса, с которого пришли выбросы в начале месяца, сопровождавшиеся тогда сильной бурей уровня G4. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.